Well, good evening. Добрый вечер. This evening I want to look at a passage that I consider one of the most important passages in the New Testament. Сегодня я хочу рассмотреть отрывок, который я считаю самым важным отрывком в Новом Завете. It's very important for evangelism. Очень важен для евангелизма, It's very important for theology. для богословия. It's very important for answering apologetic questions. Он важен для ответа на апологетические вопросы. And it gives us a perspective on God Himself. И дает также нам перспективу самого Бога, то есть увидеть Бога, каким Он является. Apologize that the slides are not translated. I usually have them translated. Мои извинения, что слайды не переведенные, обычно они у меня с переводом. But we just decided this week that I'd do this teaching. Но мы очень быстро, так сказать, решили, что я буду учить. But we'll translate it as we go. Но мы будем переводить их по ходу. What I want to do is take a look at the first major passage in the book of Romans. Что я хочу от вас, чтобы вы открыли, мы посмотрим первый основной отрывок из книги Римлянам. And we can look at it from several perspectives. One that I want to take a look at particularly. И мы посмотрим на него с нескольких перспектив, с одной перспективы особенно. This passage explains to us, not just on an individual basis, И это Писание объяснит нам не только на индивидуальном уровне, but it explains to us why some cultures collapse and why some cultures endure longer. но также объяснит, почему некоторые культуры и народности исчезают, распадаются, а почему некоторые продолжают существовать дольше. There's so much in this passage, I won't have time in 1 hour to touch on everything. Ну и, конечно, за час времени я не смогу всего коснуться. But what I'd like to do is give you an overview of the whole passage. Но то, что я хочу сегодня дать вам, это такой обзор отрывка. Then you can study the details on your own. А, конечно, потом вы сможете сами собственными силами разобраться с деталями. In a Bible study I do in my city, И я провожу у себя в городе изучение Библии. it took 9 hours just to get to verse 24. У меня занимает 9 часов, чтобы дойти до 24 стиха в этой первой главе. This passage is very, very full of insight. И этот отрывок очень наполненный изнутри. So I'm just going to give you an overview. I can't give you even an introduction to the whole book. И так я вам дам такой обзор, это даже не будет введением книги, это некий обзор. But obviously the book is written to the Romans, a group that Paul had not been visiting since he was a believer. Что очевидно для нас, что книга была написана читателям римлянам, это группа верующих, которых Павел не посещал. Rome was the center of the empire, not only politically, but intellectually. И Рим на то время был центром империи не только политически, но и интеллектуально тоже. And it was certainly the center of the Roman Empire culturally. И, конечно же, культурно тоже был центром Римской империи. But in a very corrupt culture, in a culture with a lot of sin, Но культура была очень развращенной и наполненной всякими греховными there were деяниями. many little churches, some of them the size of your church. И было много маленьких церквей, и некоторые из них были размера нашей церкви. In fact, many of the churches are called house churches. They met in people's homes. И, кстати говоря, многие из церквей назывались домашними церквями, когда люди собирались у себя по домам. Paul is writing because he cannot visit towards the end of one of his missionary journeys. И Павел пишет, потому что не смог посетить в конце одного из своих путешествий, не смог посетить эту церковь, он пишет им письмо. He mentioned in his introduction that he desired to visit them. И он пишет в введении, вступлении, что он хотел их посетить, у него есть это желание. But was not able because he ran out of time in the missionary journey. Но не смог, потому что у него закончилось время в его путешествии. So the next best thing is to send them a letter. И
лучшим, что он решил для себя, это послать им письмо. The Holy Spirit knew that we would need the insight that Paul would give to this Roman small groups of churches. И Дух Святой, конечно же, знал, что нам будет необходимо вот это содержание, которое Павел дает в своем послании вот этой группе, маленькой группе церквей. And in the book of Romans, we have one of the most profound writings that have ever been penned. И в конце книги Римлянам мы находим самое такое знаменательное писание, как где-либо встречающееся. Let me give you just a brief overview of the whole book, and then we'll focus in on just that one passage. Давайте я вам дам такой короткий обзор всей книги, а потом мы сконцентрируемся на коротком отрывке. Paul gives an extended, a longer introduction to this book than any other book. В этом послании Павел дает более широкое вступление, введение, чем в других каких-либо писаниях. And then he begins the major portion of the book, beginning in verse 18 of chapter 1. А потом с 18 стиха 1 главы он начинает основную часть всей книги. The main subject or the main topic is the righteousness of God. That's the main topic of the whole book. И основной темой всей книги является праведность Божья. And what God has provided is the topic is that God has provided righteousness for all mankind. И суть этой темы в том, что Бог обеспечивает праведность всему человечеству. But before people are ready to receive this righteousness of God, но прежде чем люди готовы будут принять вот эту праведность от Бога, man needs to realize that he doesn't have righteousness and that he stands condemned. Человек должен осознать, что он не обладает этой праведностью, и он находится под осуждением. So the first major portion of the book, he's going to demonstrate the condemnation of all of mankind. И первой части вот этого отрывка он будет демонстрировать осуждение всего человечества. And then he's going to explain how man comes into receiving this righteousness that is provided by God. А затем он будет объяснять, как человек приходит к тому моменту, что он может получить эту праведность от Бога. Now, in an introduction, I would introduce the idea that Paul uses legal language throughout the book. И в введении обычно я хочу показать, что у Павла есть идея использовать язык закона в этой книге. The concept of righteousness, the concept of condemnation, the concept of justification, these are legal terms. И все вот эти концепции праведности, осуждения и оправдания, это все закон, язык закона. It's as if Paul is arguing a case in a court of law. Итак, Павел проводит свою аргументацию как бы в суде. Righteousness is a right standing in relationship to law, and in this case, the lawgiver. И праведность – это правильное положение перед законом, а в данном случае перед тем, кто дает этот закон. But man does not have righteousness because he's guilty and stands condemned. Но у человека нет этой праведности, потому что он виновен, и он находится под осуждением. But man can receive justification, but it's only by faith. Но человек может получить оправдание, но только по вере. And that's the main area that Paul deals with. И вот это основная область, в которой Павел и производит свои объяснения. So essentially he's giving the gospel message. По сути говоря, он дает послание, он предлагает Евангелие. But he's presented it for believers to equip them. Но он предлагает его верующим для того, чтобы они были готовы к чему-то. To equip them to have a biblical theology concerning the doctrine of salvation. Чтобы обмундировать их в библейское богословие в этом вопросе. Then he talks about, in chapter 6 through 8, the concept of sanctification. А в главах 6 по 8 он предлагает концепцию освящения. Once a person trusts in Christ and is justified, then he needs to live the Christian life. Как только как только человек поверил в Иисуса и был оправдан, ему нужно освящение. That's the concept of sanctification. И это концепция освящения. And as you can see, the major portion of the book we have all the way through chapter 8 is the provision of God's righteousness.
И как мы можем пронаблюдать, основная часть книги до 8 главы включительно, это обеспечение Божьей праведности. In the first century, any Jewish person that read this book, he would ask the question, well, what about the nation of Israel? What about Jewish people? И, конечно же, в первом столетии любой иудей, читающий эту книгу, он бы задал вопрос, а как же насчет иудеев, как насчет этого народа, нации? And what happened to the nation of Israel? It doesn't seem to fit into what Paul is talking about. Что же произойдет с народом израильским? Они как будто бы не попадают, вот не вмещаются в то, о чем Павел говорит. So he's going to demonstrate that God is perfectly righteous in setting aside the nation of Israel. И поэтому он хочет продемонстрировать, что Бог абсолютно праведен в том, что он отставляет в сторону народ Израиля. So he's going to vindicate the righteousness of God in chapters 9 through 11. What is vindicate? Vindicate, defend the righteousness of God. И поэтому он будет, так сказать, оправдывать или защищать праведность Божью по отношению к Израилю. And he's going to demonstrate God is perfectly righteous by setting aside Israel and making salvation or righteousness available to all. И он будет демонстрировать, что Бог абсолютно праведен в том, что он отставил в сторону Израиль и сделал праведность и спасение доступно всем. He's also going to make clear that he still has not abandoned the nation of Israel. И still not. God has not abandoned the nation of Israel. И он будет сделать ясным утверждение, что Бог все еще не отказался, не отвергнул народ Израиля. There's a partial hardening of Israelites today. Есть частичное ожесточение израильтян сегодня, But in the future, all of Israel will be saved. но в будущем весь Израиль будет спасен. So God is working a new work in the first century and has been doing it for 2,000 years. Итак, Бог начал новую работу, новый труд в первом столетии и продолжает его вот эти же. And in the end of the chapter, he's going to apply the principles that he developed in the first 11 chapters. И в конце главы, end of the book of chapter. It's not on here. Chapters 12 to the end of the book. И до конца книги он будет давать применение тому, что было в начале книги. Okay, so let's look a little bit closer at the passage we're looking at, 18 through 32. Итак, давайте посмотрим немножко ближе на отрывок, который мы сегодня будем разбирать. Это с 18 до 32 стиха. He's going to explain that all of mankind stands guilty before a holy God. Павел собирается объяснить, что все человечество виновно перед святым Богом. The reason man stands guilty is that he has rejected God. И причина, почему человек становится виновным перед Богом, потому что он отвергает Бога. Let me give you a chart. Well, first let's read verse 18. Would somebody care to read verse 18 out of the Russian Bible? Прочитайте кто-нибудь 18 стих в русском переводе. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Okay, he starts off with the wrath of God. It sounds almost out of place. The wrath of God. И он начинает с гнева Божьего. But let me explain what Paul is doing in this entire paragraph that goes all the way to verse 32. И позвольте мне объяснить, что делает Павел вот в этом параграфе, начиная с 18 до 32. And maybe a chart, and this is the main reason I'm using this, is so you can use this chart. И может быть я смогу через табличку объяснить вам. Will help give you an overview of the whole passage. Я использую презентацию, чтобы дать вам обзор, помочь вам понять вот весь отрывок. In verse 18, he is explaining that man is under the wrath of God. Итак, в 18 стихе он объясняет, что человек находится под гневом Божьим. So we need to understand this concept, and this is where he begins. This is why it's for the Christian. И нам необходимо понимать вот эту концепцию. Это он с этого начинает. Это то, что важно для христианина. The Christian needs to understand how God deals with mankind. Христианин должен понимать, как Бог строит отношения со всем человечеством. We may use a more tactful way to present a gospel message to the unbeliever. Which way? More tactful, more appealing way. И может быть мы не совсем так
прямо используем это, когда предлагаем Евангелие неверующему человеку. But remember, he's speaking to believers so that they have a biblical understanding of the gospel message. Но помните, что он говорит к верующим, поэтому у него есть такой библейский подход, чтобы объяснить вот этот отрывок. So he begins with the idea of God's wrath, Итак, он начинает с идеи Божьего суда, гнева, which is reality, which is true. что является реальностью, это истина. Even though for the unbeliever this may turn him off and turn him away, but for the believer he needs to understand the concept. Может быть, для неверующего это будет неким таким отвергающим шагом, то есть это отстранит его назад. Но верующий должен ясно понимать, что гнев Божий есть. Now in verses 19 through 23, he's going to give the reasons why mankind is under wrath. И в стихах с 19 по 23 он дает ясные причины, почему Божий гнев присутствует. There's a major reason, and then he's going to develop the details from there. И есть основная причина, и потом из нее будут вытекать разного рода детали. The main reason is that God has revealed himself to all men. И основная причина в том, что Бог открыл себя всему человечеству. In fact, in the short time we have, that's probably the only concept I'm going to be able to develop tonight. И, наверное, вот за это короткое время я только концепцию попробую, единственную концепцию, которую смогу развить. Is that God has revealed himself to every human being on the face of the earth. Она заключается в том, что Бог открыл себя каждому человеческому существу. But what mankind does with that revelation in general is he rejects that revelation. Но что человек в общих чертах или в целом сделал с этим откровением? Он отверг это откровение. That's the main reason that mankind is under God's wrath. И это основная причина, почему человечество находится под гневом Божьим. Is because man has rejected the revelation that God has given. Потому что человек отверг откровение то, которое дал Бог ему. So that's some of the detail that we'll get into after I give you the overview. Итак, это детали, в которые мы будем вникать чуть позже, после того, как... Now in verse 18, he says the wrath of God is revealed. Present tense. И 18 стих начинается с того, что гнев Божий открыт в настоящее время. He's not talking about the wrath of God poured out like at the Genesis flood or in the past at any time. Он не говорит о гневе Божьем, относя его к периоду потопа или там бытия, книги Бытия. He's not talking about a future wrath of a final judgment. И также не говорит о будущем гневе как окончательном суде. He's talking about a present tense outworking of that wrath. Он говорит о настоящем времени и гневе, который присутствует или работает сейчас. And in verses 24 through 32, he's going to show how you can see in the culture that you live in that wrath poured out. И в стихах с 24 по 32 он будет говорить, так что мы сможем увидеть, как в нашей культуре, в которой мы живем, гнев Божий действует сейчас. So God is rendering or pouring out wrath right before our eyes. Так что Бог изливает свой гнев, как говорится, у нас на глазах. So mankind and cultures experience wrath in a present tense sense. Итак, человечество переживает на собственном опыте вот этот гнев Божий, который на них изливается. He's talking about mankind that has rejected the revelation that God has given. Он говорит о человечестве, которое отвергло откровение Божье. So that's the whole passage outlined in three major parts. Итак, вот этот весь отрывок заключается в трех основных частях. So let's get as far as we can into some of the detail. Итак, давайте попробуем вникнуть в детали, насколько у нас хватит времени. First of all, we read verse 18. It's a revelation of God's wrath. Итак, прежде всего, в 18 стихе мы уже прочитали откровение, нам дано откровение Божьего гнева. Now, verses 18 and 19 is one sentence in the Greek text, so grammatically they go together. И 18 и 19 стих в греческом это одно предложение, потому грамматически они соединены. But it has two parts. Но имеет две части. The revelation of God's wrath and the reasons for God's wrath, at least the beginning. Итак, одна часть это откровение Божьего гнева, а вторая часть причины этого гнева Божьего.
So here's the verse again, at least in English. Итак, вот стих еще раз на английском. The main part of everything he's talking about in verses 18 and 19 Основная часть, все, о чем он будет говорить в стихе 18 и 19. In fact, if you want to understand the Bible, what you want to do is break it down into sentences. И, кстати говоря, если вы хотите понять Библию, что вам нужно сделать? Разбить его на предложения. Now the sentence doesn't end here, it goes on into 19. Вот это предложение не заканчивается здесь, но переходит в 19 стих. But when you study your Bible, look at the whole sentence, try to find out what is the subject of the sentence grammatically. Когда вы изучаете Библию, посмотрите на предложение и попробуйте найти подлежащее, где вот оно находится. The subject of the sentence would tell you the main thing that sentence is all about. И вот подлежащее скажет, о чем же говорит, о ком говорит вот это предложение. What's the subject of this sentence? А какое подлежащее в этом предложении? It's contained in this first part, so I don't need to show the latter part. Оно находится в этой части предложения, поэтому мне нет необходимости показывать остальную часть. Grammatically, the subject. Can't remember grammar. Грамматически подлежащее что? I think Luda understands it. The wrath of God. Wrath, particularly, and then more expanded of God. Wrath is the subject. Итак, гнев, по сути, подлежащее это гнев, но если расширенное подлежащее, то гнев Божий. So the whole sentence, in fact, the whole paragraph, has something to do with the wrath of God. Итак, вот все это предложение, а по сути говоря, и весь параграф, весь этот абзац, он говорит о чем-то, с чем имеет дело гнев Божий. Now, the next thing you want to look at in a sentence, what is the main verb? А следующее, на что нам следует обратить предложение, это где же наш основной глагол? Main verb of this sentence? И какой же основной глагол в этом предложении? To reveal. Is revealed. Is revealed. Okay? Now, the wrath of God, that's in the present tense. Is revealed. Итак, это гнев Божий, это в настоящем времени, он открыт. So everything else in the sentence is going to tell us something more about the wrath of God and the wrath of God being revealed. Everything has something to do with that. Итак, все, что будет сказано в этом предложении и дальше, оно будет иметь отношение к тому, что нам сказано в начале. Гнев Божий, и он открыт. And you can just follow through the sentence. The wrath of God is revealed from heaven, first of all. И дальше мы можем следовать по предложению. Прежде всего, гнев Божий открывается с небес. In other words, this is divine wrath that comes from God and His dwelling. И, другими словами, это Божий гнев, который приходит с небес. It's against all, in other words, this is all inclusive, all ungodliness and unrighteousness of men. И он против всего, вот это все, имеется в виду все, всякая нечистота и неправедность. This is why it pertains to all of humanity, because there are no exceptions. И это предполагает, имеет в виду все человечество, потому что нет никакого исключения. Unless there is someone that is not ungodly or someone that is not unrighteous. Или же, если есть среди них тот, кто не нечестив, и тот, кто не неправеден. So Paul is working from the knowledge and assumption that all men are sinners, essentially, if we can summarize it. Поэтому Павел предполагает, что все люди, все согрешили, все грешники. That's why I see the passage pertaining to all of humanity. Поэтому мы можем сказать, что этот отрывок относится ко всему человечеству. And what men do, this is our nature, we suppress the truth in unrighteousness. И что же человек делает? Это, по сути, наша природа. Мы подавляем истину неправедностью. Now, this may not make as much sense in terms of humor to you, but basically we shatter the truth. This is what we do. Может, это не совсем имеет смысл в смысле юмора для нас, но вот это то, что мы делаем с истиной. Мы ее уничтожаем. But it illustrates the point. In my country, there's a little humor there in terms of Hillary. This is Hillary. В моей стране это некого рода юмор, да? Шутка, вот это Хиллари, и вот как. But we are all people that suppress the truth, at least. That's what the verse says. Но мы все люди подавляем истину. Это как минимум то, что говорит этот стих.
In verse 19, he's going to talk about the reasons why we are under this wrath and why it is revealed. И стих 19 говорит о причине, почему мы под этим гневом и почему этот гнев открыт. And we've already explained the chart, so now beginning in 19 to 23, let's start looking at the reasons. Итак, мы уже говорили о табличке, поэтому мы сейчас начнем смотреть на стихи 19-23. So 19 is just going to explain the reasons. In other words, why is the wrath of God revealed? Well, he's going to tell us because, and then he's going to tell us the rest. И поэтому 19 стих начинает объяснять нам причины, почему гнев Божий открывается. Вот и причина, почему он открывается. And one of the things that this passage emphasizes is that God has revealed very, very clearly knowledge, revelation to man. И что основное ударение в этом стихе, так это то, что Бог ясно, чисто, доступно открыл свое откровение человечеству. What I'm going to show in the next few slides, including this one, is the emphasis of this passage on knowing and knowledge. И я вам дальше покажу и в следующих слайдах, что ударение в этом отрывке именно на знании. In other words, the concept of God revealing. Now, he's already talked about revealing up here, revealing of wrath. И концепция именно в том, что Бог открывает, являет. Вот Он уже открывает нам, открывает гнев. But beginning in verse 19, he's going to stress the idea of God revealing himself to all mankind. Но начиная с 19 стиха, он будет развивать идею о том, что Бог открывает себя человечеству. Just notice all the phrases and words relating to knowing or revelation or knowledge. И держите во внимании, что все фразы или слова, которые мы будем обсуждать, они имеют отношение к знанию, откровению, познанию. The word that which is known here. Вот слово, которое у нас известно или возможно знать. Speaking of knowledge that God has given. Говорит о знании, которое Бог дает. And it says God is evident within them. In other words, there's knowledge inside of mankind that God has put there. И здесь сказано, Бог открыл им внутрь, то есть знание положил внутрь человека. So there's internal knowledge, there's knowledge in general, there's internal knowledge. То есть есть знание в общем и есть внутреннее знание. In fact, this is a noun in the Greek text. В греческом языке это у нас существительное. And grammatically, in the Greek text, this is the same word, except it's the verb in the Greek text. А в греческом это то же самое слово, но только глагол. So this knowledge is evident within. Итак, вот это знание имеет место внутри человека. And the verse stresses that God is the one that made it evident. In other words, He's the one that put it within inside mankind. И что более важно, что Бог тот, кто положил вот это доказательство, как в нашем переводе, внутрь человека. То есть Бог вложил вот это доказательство внутрь. Now let me show you some other words that are used for knowledge and knowing and revelation. Давайте еще несколько слов посмотрим касательно знанию, откровению, пониманию. So he's talking about something over here being clearly seen. In other words, it's obvious, it's evident, it's not obscure. Итак, вот он говорит о чем-то, что ясно, что чисто, что понятно. То есть это не скрытое, не запутанное, не замутненное, но ясное и видно. God's revelation can't be missed, can't be overlooked, can't be ignored. Божье откровение не может быть как-то игнорировано, пропущено или когда мы промелькали глазами, не увидели, не заметили. In fact, it is actually understood, a different word for understand and knowledge, for knowing. И к тому же еще оно понимаемо, то есть это еще одно слово, которое объясняет знание. But what we do is we suppress that truth. In fact, here's another word, truth itself. И что мы делаем? Мы подавляем истину. И вот это еще одно слово, которое означает истину.
So we could have highlighted that one as well. In other words, the just concept of truth itself. И вот это слово несет концепцию истины самой по себе. So verse 18 talks about revelation, Итак, стих 18 начинается откровение, truth, истины, knowledge, знания, knowledge that's evident within, знание, которое доказано, то есть свидетельство имеется, knowledge that God has made evident. и знание, которое Бог вложил, то есть Бог производит это. That revelation is clearly seen. А откровение это ясно видно, It's understood, verse 20. и оно понимаемо. And notice in verse 21, for even though they knew, in other words, they are conscious of this knowledge. They know it. It's internal. It's there. И 21 стих продолжает, и они знали, то есть оно попало в сознание человека, оно доступно, оно понятно. In fact, mankind has processed that information. That's speculation. In other words, they've processed it, rejected it, and now are thinking of other things. Speculations. Speculations. What's the Russian word there? И, кстати, да, говорят, что вот слово, которое у нас переведено здесь в английском как спекуляция, это как своего рода размышление или умствование. Это показывает, что есть процесс мыслительный. In fact, by this point in the passage, he's already talking about the effects of rejecting that revelation. И, кстати говоря, вот в этом отрывке он уже говорит о эффекте отвержения откровения. Their foolish heart was darkened. Итак, их глупое сердце было омрачено. The main thing I'm doing here is just showing you the stress in the passage of this concept of revelation. I'm stressing the concept of the words that are related to revelation. Я показываю вам концепцию слов, которые явлены откровения. Even though they knew God, they became darkened, etc. Verse 22, professing to be wise, they became fools. See the idea of knowledge and knowing, wisdom, foolishness? Итак, они знали, они предполагали, что они мудрые, но на самом деле они глупые. То есть идея в том, что вот есть знание и мудрость, но этой знания мудрости как бы нет в практике. I've just gone through the verses very quickly just to explain this revelation is the most important thing in the passage. Revelation of God. И я прохожу через эти отрывки очень быстро, чтобы понять, что откровение это самое главное вот в этом откровение Божье, это самое главное в этом отрывке. One of the most important issues dealing with mankind and God is the issue of truth. И самый важный вопрос в отношениях Бога и человека это вопрос истины. Our culture, or at least the culture in my country, has rejected the biblical concept of truth. И моя культура, или как минимум культура моей страны, они отвергли библейскую концепцию истины. This was true in the first century as well. In fact, Pilate asked Jesus after Jesus explains who he is. И это было это было то же самое и в первом столетии, когда Пилат спрашивал Иисуса после того, как он представил себя, кто он есть. Jesus explains truth to Pilate. Pilate says, "What is truth?" Иисус объясняет истину Пилату, а Пилат его спрашивает, а что такое истина? Pilate rejected the truth that Jesus laid out for him. И Пилат отверг истину, которую Иисус предложил ему. In our culture, in my culture, there's the new attitude towards truth called postmodernism. И в моей стране, в моей культуре, вот новое отношение к истине, которое называется постмодернизмом, denies the existence of absolute truth. Denies. Оно отвергает существование абсолютной истины. In other words, truth is relative in the thinking of the culture which I come from, and probably here as well. Что, другими словами, они говорят, что истина, она относительна, ну, как минимум в той культуре, откуда я приехал. Я думаю, что и здесь то же самое. So there really is not really absolute truth.
То есть, It's relative. другими словами, нет вот как бы такой абсолютной истины, все как-то так вот относительно. So this is a common approach to ideas, particularly Scripture. И вот это вот обычное распространенное отношение, идея по отношению к But Писанию. the Bible is very, very clear. There is truth. There is the existence of truth, absolute truth. Но Библия очень ясна, и в этом вопросе существует абсолютная истина. And this is one of the passages that emphasizes that idea. И вот это одно из тех отрывков мест Писания, которое делает акцент на этой идее. Truth is real, it's objective, biblically. Истина реальна, она объективна с точки зрения библейской. And in fact, revelation from God is absolute truth. И к тому же, говоря, откровение от Бога – это абсолютная истина. So what this passage is dealing with is absolute truth. И то, с чем сейчас ведет дело вот этот отрывок, он говорит об абсолютной истине. We could spend an entire study. In fact, this slide there's an hour's worth of material here. Мы можем, да, провести полное изучение, ну вот сейчас на этом слайде. The Bible makes clear the source of truth. It's God Himself, God the Father. Библия говорит, что источником истины является Бог Отец. That's absolute truth. И Он абсолютная истина. John 3:33, God is true. Иоанна 3:33 говорит, Бог есть истина. John 14:6, Jesus says, I am the way, the truth. Jesus is truth. Иисус, Иоанна 14:6 говорит, Я есть путь, истина. Иисус есть истина. The Holy Spirit is called the Spirit of truth. Дух Святой назван Духом истины. The source of absolute truth is the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Источником абсолютной истины является Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Jesus says in John 17:17 in his prayer, Thy word is truth. So God's word is absolute truth. Иисус в своей молитве в Иоанна 17:17 говорит, Слово есть истина. То есть Слово Божие тоже абсолютная истина. The truth in Satan in John 8:44, there's no truth in him. He's a liar from the beginning. Истина о сатане в том, что в Иоанна 8:44, что в нем нет никакой истины, он лжец от начала. Man and truth, Romans 3:4 says there's no truth in man. God is truth. Человек и истина, говорится в Римлянам 3:4, что в человеке нет никакой истины. So there is truth. The nature of truth is it does exist, but it's only through revelation, absolute truth. Итак, есть природа истины, она абсолютна, и она в откровении Богом данным человеком. Now let's look at verses 20 and 21 quickly. Давайте обратим внимание на стих 20-21 быстренько. God, it reiterates, God has revealed himself, but man rejects that revelation. Итак, Бог открыл себя, но человек отверг это откровение. So beginning in verse 20, God has been revealing himself to all mankind since the creation of the world. 20 стих начинается с того, что Бог открыл себя всему человечеству с самого момента создания мира. Now God not only has made himself evident internally through conscience, И Бог не только сделал себя явным внутренне через совесть человека. that was verse 19. So God has revealed himself internally to all men. Это был 19 стих, когда Бог открыл себя, сделал себя явным человеку внутри человека. God has revealed himself externally through being clearly understood through what has been made through the creation. Бог сделал себя также, открыл себя, явил себя внешне через то, что Он сотворил. And remember, it is clearly seen. So you can study science, you can study nature, and there's something of a revelation of God there. И обратите внимание, здесь написано ясно видно. То есть вы можете изучать науки, вы можете копаться в науках и увидеть в этом откровение Божье. What he's essentially saying, every human being has received the revelation of nature. И что он по сути говорит, что каждое человеческое существо получило откровение от Бога. The creation reveals something of his invisible attributes. The creation. The nature, creation.
Итак, природа или творение Божие, оно явило вот невидимые атрибуты Бога. Specifically, you can see something of his eternal power. Особенно мы можем увидеть нечто в его вечной силе. For example, Psalm 19:1 says, "The heavens declare the glory of God." К примеру, Псалом 18 говорит, небеса проповедуют славу Божью. So astrophysics, if you study astrophysics, it gives a revelation of God. И если вы будете изучать астрофизику, она даст вам откровение Божье. Astrophysicists know that we are part of what's called the Milky Way, our solar system. Астрофизики скажут, что мы часть Млечного Пути. In fact, our sun is only one star of billions in the Milky Way. И, кстати говоря, наше Солнце — это одна звезда из миллиона звезд в Млечном Пути. We can't even conceive of the tremendous power just in the one sun that we can see. Мы не можем осознать или постигнуть даже величины силы одной звезды, которую мы называем Солнцем. Imagine just in the Milky Way, they estimate there's 100 billion stars just like our sun. А представьте себе, что только в одном Млечном Пути есть сотни миллиардов вот таких же солнц, как наше. That's inconceivable power. Это непостижимая сила. So anyone that can make those observations should be impressed with the tremendous power out there. И каждый, кто вот сделает такое наблюдение, должен был быть удивлен, впечатлен невероятно через вот величие вот этого творения. That knowledge is available to all men. И таким образом знание доступно каждому человеку. And if God is the creator of all that, it speaks of his eternal power. И если Бог создатель всего этого, вот это и говорит о его вечной силе. Astrophysicists also estimate that there are over 100 billion galaxies just like the Milky Way. И астрофизики предположили, что есть больше 100 миллиардов галактик такого же плана, как Млечный Путь. God is greater than that. If he is the creator, therefore he is omnipotent. И God is greater than all of that power. да. И Бог больше, чем то, что мы можем видеть или понимать в нашем человеческом достижимом мире. Он всемогущ. So science, particularly astrophysics from the example, says something of the divine nature. He's got to be greater than the universe. Итак, ученые через астрофизику, через изучение природы, они показывают, что они понимают, что Бог больше, Он величественнее природы, всей Вселенной. That revelation is clearly seen И by observation. Вот это откровение, оно достаточно ясно видно через наблюдение. And it's understood by the creation that has been made. И оно понимаемо творением, которое было создано Богом. So the passage in this sentence concludes, all mankind has no excuse. И вот этот отрывок заканчивается тем, что все человечество не имеет никакого извинения. No one is going to be able to stand before God and say, well, I didn't know about you. I had no revelation. Никто не сможет стать перед Богом и сказать, ну, я не знал о тебе, Господь, мне не было дано откровение. In fact, the word that is used here is another legal term that Paul uses. И, кстати говоря, слово, которое использует Павел, это еще одно юридическое слово. He uses the word for apologetics, except it's negated. No, they have no apologetic. И он использует слово, которое говорит, что у него нет никакого извинения, он не может защитить себя. The word apologetics was used in the courtroom. In other words, it's used for a defense. И вот это слово апологетика используется в суде, то есть слово для защиты. No one is going to have a defense against a holy God that God has not revealed himself to them. Никто не сможет защитить себя перед святым Богом в том смысле, что Бог не открыл себя человечеству. Now, this is just the beginning of Paul's argument in the book of Romans. И это только начало вот аргументов Павла, которые он предлагает в книге Римлянам. We're going to see as you progress through the book that this knowledge, this revelation is not adequate for salvation. И мы, когда мы будем дальше читать послание Римлянам, мы увидим, что вот это откровение, вот это знание, оно
его недостаточно для спасения. Because you need the revelation of Jesus Christ Потому что нам необходимо откровение Иисуса Христа. and the work that he did on the cross. И то дело, которое Он совершил на But кресте. this passage is saying that this revelation is adequate to condemn all mankind. Но вот этот отрывок как раз говорит, что этого откровения достаточно для того, чтобы осудить человечество. And the argument or the logic of Paul's argument is И логика аргумента Павла. men that respond to the revelation of the creation, Человек, который несет ответственность за откровение, no matter where they live on the face of the earth, независимо от того, где бы он жил по всей поверхности земли, even in the darkest of Ukraine or darkest of Africa, в каких-то глубинках Украины или Африки, if men respond to the revelation of the creation, человек отвечает за откровение о творении. God will send further revelation of His Son, Jesus Christ. Бог пошлет еще шире и больше откровения о своем Сыне Иисусе Христе. But in general, mankind suppresses that truth. Но в общем говоря, человечество подавляет вот эту истину. Man in general rejects that revelation, but he is without excuse. И в общем говоря, человек отвергает это откровение, но для него нет никакого извинения. So God has given an adequate revelation. Итак, Бог дает адекватное откровение. Man has understood it or come into a realization of it. И человек понимает его, то есть осознает его. And verse 20, he's without excuse because of that revelation. И поэтому из-за этого откровения у него нет никакого извинения. Now verse 20 makes man responsible to that И revelation. это делает человека ответственным за откровение, которое он получает. And 21 says that man rejects that revelation. А 21 стих говорит, человек все-таки отвергает данное ему откровение. Even though they knew God, in other words, they are aware of God. И даже когда они познали Бога, то есть они предупреждены, они в курсе дела. They did not honor him. The word there is in the Greek doxa, or did not glorify him. Они не прославили его, то как переводится с греческого. They did not accept him or glorify him as God or thank him for being. Они не приняли или не прославили его как Бога и не поблагодарили его. And then the rest of the passage is going to talk about the effects of rejecting God. И остальную часть отрывка он будет говорить о том, что произошло с ними после того, как не отвергли Бога. This is what happens to people when they reject that revelation of the creation. И это то, что происходит с человеком, с людьми, когда они отвергают откровение о сотворении. I think this passage teaches that there's no such thing as a true atheist. И вот я думаю, что вот этот отрывок учит о том, что не существует такого существа, как истинный или абсолютный атеист. Anyone that claims to be an atheist, what he has done is he's rejected God, that revelation. И тот, кто называет себя атеистом, что он сделал? Он просто отвергает Бога, Его откровение. And now has become futile in his speculations. In other words, he's replacing God with other ideas, speculations. И теперь что они делают? Они начинают, как у нас переведено, осуетиться в умствованиях своих. And he has suppressed the truth so far. The atheist suppressed the truth so far. И таким образом атеист начинает подавлять истину до тех пор. He's rejected that revelation that is evident within him. Так что он отвергает откровение, которое ему дано. To the point that he has deceived himself into thinking that he's an atheist. До того момента, когда он для себя обманывает себя таким образом, называя, что я атеист. But it's simply a speculation. He is deceived, self-deceived. Но на самом деле это спекуляция. По факту он сам себя обманывает. In fact, his heart is darkened. И по факту говоря, его сердце омрачилось. This is a consequence of rejecting revelation. И это последствие отвержения откровения Божьего. So when we share the gospel and someone claims to be an atheist, Если мы делимся Евангелием, и кто-то заявляет, говоря о том, что он атеист,
We shouldn't necessarily argue with them. Нам нет необходимости спорить с ними. But what you need to do is to continue presenting the gospel. Все, что нам нужно делать, это продолжать проповедовать, говорить ему Евангелие. Because in reality, that gospel message may raise to the surface that revelation that he had, maybe as a child. Потому что в реальности вот эта презентация Евангелия может преподнести, вынести на поверхность вот то откровение, которое он имел, может быть, в своем детстве. After you shared the gospel, he may go away, and later that will stick with him, remembering it'll awaken that idea of God that's within him. И может быть он уйдет, как говорится, вот холодно от вас, но со временем это всплывет, вот эта идея Божьего откровения, она в нем будет говорить. He may reject you or even the gospel message. Может он отвергнет вас, не примет вас или даже послание Евангелия. But verse 16 of the same passage says there's power there, the power of the gospel. Но 16 стих вот этой главы говорит, что есть сила Евангелия. So every atheist is really self-deceived because this passage says everyone has a revelation. Поэтому каждый атеист сам себя обманул, потому что вот это место говорит, что есть откровение для всех. They may be fully convinced within themselves. Может быть, они полностью себя убедили внутри себя. But remember, their hearts are darkened. Но помните, что у них сердце омрачено. So man has realized the revelation that God has given. Итак, человек осознал откровение, которое Бог дал ему. 19 and 20. That makes man responsible. Это сделало его ответственным. Man generally, verse 21, rejects that revelation. В общем говоря, человек отвергает это откровение, 21 стих. Now in English I'm using R alliteration here. В английском это все R буковки начальные. Became futile in their speculations, their heart was darkened. Итак, сердце было, да, они омрачились в умствованиях своих, и сердце было омрачено. So they've rationalized or explained away that truth. Explained it away so that they're deceived. Итак, они отстранили от себя вот эту истину и обманулись. And then in 22 and 23, the results are, there's the results of that, and they've replaced God with something else. Итак, результатом вот такого поведения стало замещение Бога чем-то другим. Professing, this is the results, professing to be wise, they became fools. Заявляя о том, что они мудрые, на самом деле они стали глупцами. They may have PhDs when it comes to science or other areas. И может быть у них есть и докторские степени, когда они говорят о науках или других областях. But when it comes to absolute truth and truth concerning God, they became fools. Но когда речь идет об абсолютной истине и истине о Боге, они являются глупцами. We can call that reprobation, or they become depraved, you could say with another word there, 22. Ну, это еще одно слово обезумели, как у нас переведено. And then 23, they exchange the glory of the incorruptible God for an image. They become idolaters. И 23 стих говорит о том, что они славу Бога заменили образом. And it can take various forms, and this is what cultures fall into idolatry throughout history. Они стали идолопоклонниками, и вот они выбрали там разного рода формы, и это то, что происходит с культурами, с народностью. This passage not only tells us what happens to individuals, и вот этот отрывок говорит не только о том, что происходит с отдельными личностями, but when you have a collection of individuals, this is what happens to a culture as well. Но когда у нас есть группа индивидуумов, то это то, что происходит с целым народом. So they replace the one true God, the revelation of the one true God, with idolatry, replacement. И 23 стих, они заменили одного и вечного, нетленного Бога на образ и стали идолопоклонниками. And that brings us to the last part, which I didn't intend to get into. It's too long to get into, so we'll conclude. И вот последняя часть, очень длинная, мы не будем в нее уже переходить. And 24 to 32 is God bringing wrath to mankind. Из 24 по 32 стих Бог приносит гнев на человечество. So man is under God's wrath. Итак, человек находится под гневом Божьим. 19 through 23 give the reasons man is under wrath.
с 19 по 23 есть указаны причины, почему человек находится под гневом Божьим. And the heart of it is God has revealed himself to all mankind. И суть вот этого в том, что Бог открыл себя всему человечеству. Man has rejected that revelation. И человек отверг это откровение. And now in 24 to 32, God is going to render that wrath. И дальше 24 по 32 стих Бог будет разворачивать этот гнев над человеком. And we'll just summarize. Therefore, God gave them over. In other words, God gives mankind up, sometimes a whole culture. И быстро пройдем. Значит, поэтому Бог, у нас написано, предал их. То есть Он, сказать, отпустил их, сказал, занимайтесь, живите как хотите. In other words, God allows people to go their own way in their own lusts, their own desires. Другими словами, Бог позволил человеку идти и жить по-своему, следуя своим похотям и желаниям. And essentially, people destroy themselves. Their bodies are dishonored. И в результате человек сам себя разрушил. That's the wrath of God. Это гнев Божий. And he reiterates it in verse 26. God gave them over. The identical phrase in 3 places. И 26 стих Бог Go ahead and дает. read it out of the Russian. For this reason. Verse 20. What did he say? Gave them and they Gave them over. Same here, same word, Мгм. same phrase. 26. И мы встречаем одну и ту же фразу несколько раз. Бог предал их, Бог предал их, Бог предал их. And then also in verse 28 in the middle, God gave them over. Identical Greek phrase. Один в одно слово, греческая фраза, вот Бог предал их. And you have all the details in there. We won't go into the details. God gives them over to their own desires in all of these different areas. И мы находим, вот детали не будем разбирать, но мы находим эту фразу, когда Бог предает их, отпускает их, и все вот эти подробности. So all of this leads to God's wrath. Итак, 24 to 30. все вот это ведет человека к Божьему гневу. And sometimes an entire culture is abandoned by God, and a culture destroys itself. И иногда целая народность, целая нация, целая культура, пренебрегая Богом, она Богом отпускается, и тогда она сама себя и разрушает. We as believers, however, are the salt of the earth in a dying culture. Итак, мы, как верующие, мы соль земли в умирающем народе, среди умирающего. We're the ones that have the only answer to a dying culture. И мы единственные, кто имеем ответ для умирающей культуры. It's in the gospel message. И он в послании Евангелия. Let's close in a word of prayer. Давайте закончим молитву. Father, we praise you that you have called us to yourself. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас к себе. We recognize that we are part of humanity. Мы признаем, что мы являемся частью человечества. We recognize that our tendency is to suppress your truth. И мы знаем, что наша тенденция – это подавлять истину. But we praise you that you broke through with the gospel message and opened our minds, opened our hearts. Но мы славим Тебя, что Ты прорвал это через послание Евангелия, открыл наши сердца, открыл And наши you have declared us as righteous before you. Открыл наши знания и объявил нас праведными, Based on the finished work of Jesus Christ on the которая cross. основана на законченном деле Иисуса Христа. May we in this room be the salt of the earth. Дай, чтобы мы в этой комнате сидящие были солью этой земли, May we not only live a way that reflects your glory, чтобы мы могли жить таким образом, который отображал бы Твою славу, that reflects your truth that you have revealed, отражал Твою истину, которую Ты открыл. and may we be diligent in sharing the gospel message because we know that's the only И solution. чтобы мы были прилежными в том, как мы делимся Евангелием, потому что это единственное решение. I thank you for all these people in Jesus' name. Благодарю Тебя за всех нас во имя Иисуса Христа. Аминь.